кем я вас сегодня познакомлю? Девчонка реальные вещи рулит. Как она это делает? Скоро мы все узнаем. Пойдем. А пока мы идем, ставь лайк и, если еще не подписан, жми кнопку подписаться. Ну, мне это надо. А ты же не жмот, наверняка. Сделай красиво. Привет, меня зовут Влад. Come on, job, everybody. В октябре 2021 года мы с женой Лией сделали серьезный шаг, решив остаться в полюбившейся нам удивительной Грузии. Мы в Батуми! Сейчас открываем для себя новый мир и строим новую жизнь, как говорится, с чистого листа. Выжить и остаться на плаву. В своих видео я рассказываю, как это делаем мы, и показываю, как это делают другие. Знакомьтесь, это Екатерина, занимается любимым делом и путешествует. Сейчас в Батуми, и у нас есть уникальный шанс с ней пообщаться. Итак, Катюш, давай с самого начала. Как и многие художники и иллюстраторы, я рисую с самого детства. Всегда меня больше привлекали животные. Я очень редко рисовала портреты людей. И все на самом деле началось с того, что в школе моя одноклассница заказала у меня портрет для своего парня с двумя медведями, с медведем-медведицей. Она сказала: я полностью тебе доверяю, делаю все на свой вкус. И тогда, это был 2014 год, за первую свою работу я взяла 200 рублей. Тогда я думала, что ой, теперь я могу пойти в магазин, купить какую-нибудь книжку. Это были прям первые заработанные мной деньги. Потом другая одноклассница заказала у меня портрет. Потом люди с города начали видеть то, что я рисую на заказ. Начали заказывать подарки для своих близких. И когда я переехала в Ивановскую область, поступила в университет, то я начала усиленно вести Инстаграм. И именно там я нашла своих первых заказчиков. Уже через 2 года у меня появились заграничные заказчики. А какие материалы ты используешь для создания своих картин? Где-то в 5 классе мама меня сдала в художественную школу. Она уже не выдержала и говорит: ну пускай, иди. И там основной наш материал был акварель. Всех заставили купить акварели российского производства «Белые ночи». И вот эти «Белые ночи», наверное, я рисовала ими лет 10. В 2016 году я приехала после первого курса к себе домой, в Иркутскую область. Мы сидели с папой, как всегда, перебирали ягоды. Папа, привет! Вот, и разговорились. Я начала рассказывать ему, что мне стабильно поступают заказы и из России, и из-за границы. Начала ему рассказывать, как сильно мне нравится мое дело, как бы я хотела в дальнейшем связать с этим свою жизнь, свою профессию. Я рассказала ему, что я до сих пор рисую белыми ночами, которые я купила в 5 классе. И я рассказывала ему про зарубежные марки акварели. На что он меня спросил, сколько они стоят. Я сказала. И вот моя первая кюветка, немецкая акварель, шминки. Я сразу же забыла про «Белые ночи». Хотя на самом деле в акварели важна бумага, важны кисточки, чтобы они всегда были острыми. Потому что кисти тупятся. Вот, например, вот эта кисть, она у меня чисто для замесов, потому что нельзя в кюветке вот так водить кисточкой, потому что кончик будет облетать, и она будет тупиться. Вот. А эти кисточки я берегу. А что за бумага? Она какая-то волшебная. На самом деле, вообще рисовать можно на любой бумаге. Но для того, чтобы у тебя повышался уровень, я перепрыгнула с целлюлозной бумаги российского производства, там, госзнаковской какой-то, сразу на итальянскую бумагу. Чем отличается целлюлозная бумага от хлопковой? На целлюлозной, если ты работаешь лессировкой слоями, то ты можешь в любой момент вымыть предыдущий слой. Но если аккуратно работать, ты можешь наслаивать хоть сколько, на самом деле, слоев.
А хлопок, он сразу же впитывает в себя. Это то же самое, что на ткань капнуть, не знаю, вареньем. Вот, она сразу впитается в ткань. Точно так же и на хлопковой бумаге. То есть на ней нужно работать очень быстро. Я просто приноровилась именно вот к этой, к целлюлозной. Вот, и так я на ней рисую. И на самом деле, как только я сменила бумагу, у меня сразу же повысился скилл, я это прям заметила. Я поменяла и акварель, и бумагу, и начала следить за кисточками, и все. И пошло так все. Да. Так, а скажи, а как тебя находят заказчики? Наверное, в 2016 году, когда я вот начала усиленно вести Инстаграм, ко мне обратилась, точнее, женщина, по-моему, из Москвы, и заказала портреты 2 своих собак, венгерских выжил. Вот. И это были, по-моему, самые первые портреты питомцев, которые мне заказали. И я начала их выкладывать, люди видели то, что я рисую кошек, собак, начали мне присылать фотографии, я рисовала им портреты. Мне заказывали довольно крупные блоги собачников, портреты, поэтому у меня шла такая реклама, и через сарафанное радио ко мне начали приходить заказчики. Хорошо, с этим разобрались. А что с портретами? Людей заказывают? Мне все время спрашивают, рисую ли я портреты людей. Я отвечаю, что нет. Меня спрашивают, почему. На самом деле человек в зеркало себя видит не так, как другие люди, поэтому я знаю вот эту специфику работы с людьми. Им все время они говорят, у меня тут нос широкий, не знаю, у меня тут глаза раскосые. Ты рисуешь собаку? Ну, как бы тут заказчик всегда доволен, говорит, да, это моя собака, вот у нее там 2 разных глаза, да, такие вот уши, такие пятна, и все. Вот, ну, то есть, когда заказывают портреты питомцев, заказчики не такие прихотливые, как когда заказывают портреты людей. Подскажи, а как добиться такого реализма? На самом деле, как я добиваюсь реализма, тут есть несколько правил, нужно просто соблюдать свет-тень. Ну, то есть, я не считаю, что я делаю что-то такое великое, потому что вот у меня есть очень хороший референс, я рисую эскиз. Дальше все. Дальше ты просто работаешь с цветом, со светом и тенью, анализируешь фотографию, смотришь, где у тебя теплые цвета, где холодные, смешиваешь. Ну, обязательно надо соблюдать свет, тень, полутень, потому что иначе картинка будет плоской. Что меня поразило, так это сама реалистичность. Красотища же. А расскажи про пастель. И карандаши, да, ты говорила? Ой, Если карандаши. краски можно смешать, карандаши Да. четко направленные, да? Да, месяц назад я открыла для себя пастель. Я нашла мастер-классы сразу 2, но для того, чтобы этот мастер-класс выполнить, нужно было закупиться кучей материалов. И, например, в акварели вообще не рекомендуется покупать все краски, вот просто все оттенки акварели, потому что главное иметь какие-то основные цвета, все остальные можно намешать. И на самом деле там, типа, иметь вот в кветке, как у меня там фиолетовый, не знаю, рыжий, зеленый, ну, не очень хорошо, это не важно. Вот. И в акварели можно намешать просто любой цвет, любой. Кстати, вот тарелка — это самая лучшая палитра для акварели, вообще лучшая. А что у нас с пастелью? Ну, пастель бывает... Можно мне что-нибудь передать? Просто мелочки и сейчас. Не надо много. Пастель бывает в мелках, и точно такая же пастель бывает в карандашах. А когда люди говорят, что я рисую пастели, все представляют, что вот эти все маленькие детали человек прорисовывает мелками. Но на самом деле есть пастель в карандашах, и именно за счет карандашей можно добиться реалистичности. Какой минус карандашей? Их никогда не бывает много. То есть для того, чтобы тебе нарисовать какой-то участок, там, например, теплым серым цветом, тебе нужно его иметь обязательно в палитре. Если у тебя холодный, не прокатит. Мелкие еще могут смешиваться, а карандаши совершенно никак. То есть нужно скупать прям всю палитру по максимуму, и то недостаточно. Лучше всех фирм. И на самом деле пастель — это очень затратный материал. Понял. А расскажи, как можно у тебя заказать портрет своего питомца? Сейчас самая главная площадка, на которой работаю, это Инстаграм. И я принимаю заказы как из России, так и из-за границы.
Отправляю я свои портреты всегда в развернутом виде, никогда не отправляю в тубусе, потому что, ну, пастель вообще нельзя отправлять в тубусе, она вся, ну, она не окрошится, но она вся смажется. Ну, это просто геморно потом выпрямлять, потому что все-таки все картины вставляют дальше в рамку. Вот, и я просто надежно прокладываю каждый портрет картоном и отправляю почтой, курьерскими службами. Вот. Ну, в оригинальном формате, да? Да. А3 или А4, то есть вот так идет, да? Ну, сейчас у меня возможный формат это А4, А3, и я думаю начать рисовать на пастели на формате А2, потому что пастель любит такие большие форматы. Развернутые полотна. Да, большие форматы, потому что как акварели, вот такие вот маленькие форматы и сложно писать. А что там за история с Лаймой Вайкуле, я слышал? В 2019 году мне написала женщина с просьбой нарисовать 2 французских бульдогов. И у одного французского бульдога нарисовать ноты, а у другой подписать кличку. Она дикая поклонница Лаймы Вайкуле, и она сказала, что она пойдет к ней на концерт и подарит ей эти портреты. И вот в феврале 2019 года я их нарисовала и отправила. Эта женщина, правда, сходила на концерт, передала ей эти портреты, и потом я увидела их в репортаже у Иры Шихман, когда она разговаривала с Лаймой. Я люблю, чтобы не было ничего, что может потом действовать на нервы. Это, понимаете, что даже вот если бы эта картина меня не радовала каждый раз, то она не могла бы здесь быть. Увидела в доме у Лаймы Вайкуле отдельным планом свои портреты, оформленные в красные рамы. Можете посмотреть. Спасибо, Катюша, за интервью. Вам спасибо. Кто заинтересовался, в Инстаграме я напишу. На все вопросы отвечу, направлю. Ссылочку мы оставим. Так что обращайтесь. Все. Делитесь ссылкой на мой канал со своими друзьями. Не забудьте нажать кнопку подписаться и напишите мне в комментариях, что лично вам интересно и про что бы вы хотели, чтобы я рассказал. А я постараюсь выполнить вашу просьбу. На сегодня все. Оставайтесь на плаву. Все полезные ссылки смотрите под этим видео. Смотрите.